Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить шоколадный торт с бананом. Для приготовления такого торта не потребуются весы. Все измеряется стаканами. Рецепт очень простой, и я думаю, с ним справится каждая хозяйка. И начнем приготовление торта с теста для коржей. Итак, в миску вбиваем одно яйцо, добавляем щепотку соли и начинаем его взбивать. Буквально через полминуты всыпаем частями стакан сахара. Стакан у меня на 200 грамм. Полный список ингредиентов и точное их количество я для удобства напишу в конце видео и в описании под видео. После того, как всыпали весь сахар, продолжаем взбивать яичную массу еще минуту. Масса у нас посветлела. Теперь сюда вливаем 3 столовые ложки растительного масла без запаха и соединяем его при помощи миксера. Далее в другую емкость вливаем стакан кефира и всыпаем 1 чайную ложку соды без горки. Хорошо перемешиваем венчиком и выливаем в яичную смесь. Соединяем кефир с основной массой при помощи миксера. И нам остается добавить в тесто муку и какао. Обязательно их просеиваем. Нам нужно стакан муки, это приблизительно 170 грамм, и 1 столовую ложку какао. Соединяем сухие ингредиенты с жидкими, и тесто для шоколадного бисквита у нас готово. Для приготовления такого теста не потребуются весы, все измеряется стаканами. Рецепт очень простой, и я думаю, с ним справится каждая хозяйка. Стенки миски очищаем лопаткой, чтобы у нас не остались мучные комочки, и продолжаем взбивать миксером. Тесто долго мы не взбиваем, главное, чтобы вмешалась вся мука. По консистенции получается похоже тесто на густую сметану. Сегодня выпекать бисквит я буду в разъемной форме на 20 см. Дно застилаем пергаментной бумагой, защелкиваем боковую панель и лишнюю бумагу отрезаем. Переливаем сразу все тесто в форму. Также этот бисквит можно выпекать и в силиконовой форме. При этом не забываем дно смазать сливочным маслом. Бока формы смазывать не нужно, чтобы тесто при выпекании могло схватиться за стенки и лучше подняться. Форму с тестом немного потрясем, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, и отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. А пока приготовим крем. Он очень простой и готовится всего из 2 ингредиентов – масла и сгущенки. В миску кладем 250 грамм мягкого сливочного масла и взбиваем его до пышности около 2 минут. Далее вливаем 250 мл сгущенного молока и взбиваем еще 2 минуты. Если сгущенка качественная и густая, этого времени будет вполне достаточно. Если сгущенное молоко жидкое, то крем нужно взбивать в течение 10 минут, чтобы получить пышную однородную массу. Также такой масляный крем кондитеры часто используют и для украшения десертов. Он стабильный и хорошо держит форму. Прошло 35 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухой и чистой. Достаем бисквит из духовки, даем постоять ему в форме 5 минут. Затем вытаскиваем его из формы, снимаем бумагу для выпечки и оставляем его на решетке до полного остывания. Бисквит полностью остыл, теперь разрезаем его на 2 части. Обязательно срезаем шапочку, чтобы коржи были ровными. Для разрезания бисквитов я всегда использую длинный рифленый нож. Этот у меня от фирмы Тискома. Посмотрите, насколько пористая и воздушная текстура у бисквита. Приступаем к сборке торта. На сервировочное блюдо кладем первый корж, промазываем его кремом. По желанию торт можно сделать с начинкой. Я беру банан, нарезаю его на кружочки и выкладываю по кругу на крем.
Чтобы следующий корж не съезжал с банана, обмазываем его слегка кремом. Кладем второй корж и обмазываем торт кремом со всех сторон. Тортик готов, его остается лишь украсить. В качестве декора можно использовать измельченную крошку бисквита, который мы срезали сверху, можно присыпать шоколадом, залить глазурью. Я же решила торт украсить шоколадной посыпкой и кокосовой стружкой. Для этого поверхность торта разделяю на 4 части. 2 из которых засыпаю кондитерской посыпкой, а 2 кокосовой стружкой. Бока торта тоже обсыпаю шоколадной посыпкой. Согласитесь, получается красивый и необычный декор. А еще преимущество этого торта в том, что ему не нужно давать время на пропитку. Бисквит получается влажный, мягкий, пористый, и торт сразу можно подавать к столу. Пробуйте приготовить сами и чаще балуйте свою семью вкусными десертами. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, если нравится рецепт. И до новых встреч! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».